Здравствуйте, здравствуйте, мои дорогие друзья! Вы на канале Иная Реальность. И с вами я, Иная. И мы всегда получаем то, чего желаем. А я сегодня желаю, чтобы вы осознали, вывели на сознание, какой у вас есть дар, магический дар. Если вы чувствуете в себе силу, потенциал и еще не до конца осознаете, что это, возможно, вы еще боитесь даже своего дара, так тоже бывает, но чувствуете, что что-то такое есть неведомое внутри вас, что-то вас отличает от других, то смотрите этот эфир до конца. У нас 4 позиции, выбирайте первая, вторая, третья, четвертая. Я перемешиваю эти карты. И сейчас вы можете уже выбрать. Так, у нас 4 позиции. Посмотрите, куда вы потянетесь интуитивно. И также я еще беру, это тоже будет та же позиция, просто это будет дополнительная информация, как открыть свой дар. То есть, что нужно сделать. Может быть, вы уже раскрыли свой дар, может быть, вы уже соединились. Тогда это будет видно. Но и сейчас вы можете уже полностью настраиваться. И я вместе с вами, и мы полетели. Это очень важно сейчас осознать свой дар, потому что врата 11.11, огненные врата силы мы встречаем. Группа практиков вместе со мной будет встречать их на горе Шаста. Самая магическая, наверное, гора в мире. Мы уже делали предварительное сканирование. И на моем канале вы можете набрать слово «Шаста» и получить информацию о том, как мы туда полетели и посмотрели, что же там нас ждет. Предварительное сканирование уже есть. Есть настройка на подземные города, на параллельные миры, соединение со своей силой, силой тотемов. Так что нас ждут мощные осознания, мощные проработки. И сегодня все, кто будут с нами или самостоятельно будут открывать врата, в любом случае вы получите информацию, которая вам будет полезна для самоосознания. Все начинается с осознанности, и так это работает, так это устроено, что когда мы чего-то не осознаем, этого как будто бы даже не существует. Поэтому мы сегодня осознаем наши дары, для того, чтобы они начали для нас существовать, и мы могли ими пользоваться. Ну и, конечно же, вы должны осознать, для чего. Да, для чего вам дар, почему вас эта так тема привлекает, тянет. Может быть, пугает. Так тоже бывает и очень часто. И хочется, и колется. Почему блокируется информация, почему вы как будто чувствуете и не можете этим воспользоваться. Конечно, многое поясняет ваша личная индивидуальная матрица. Вы можете обратиться ко мне, чтобы составить ее. Там мы можем посмотреть, какие у вас кармические задолженности. Возможно, они в каком-то смысле и блокируют. Но я верю в то, что ничего невозможного нет. И любая карма – это всего лишь наша точка роста. И мы можем и должны преодолеть, проработать, да, осознать. Так и должно быть. Так меня как-то ведет сегодня, интересно.
Руки сами тянутся куда-то, то к одной колоде, то к другой. Но сегодня у нас такой свободный ченнелинг. Смотрим в таком свободном режиме. Не напрягайтесь, расслабьтесь. Информация идет тогда, когда мы в спокойном состоянии находимся. Многого не ждем. И тогда можно получить какой-то очень интересный инсайт. Ну а для того, чтобы получить еще и целительство, вы можете это легко активировать, поставив лайк под этим видео, написав что-то в комментарии, подписавшись на канал. Любое взаимодействие приведет к тому, что вы получите поток. Поток, который идет через меня и из просто созерцателя, стороннего наблюдателя, вы сразу превращаетесь в действующее лицо. Поскольку пока мы своей воли не приложим, да, пока мы не повзаимодействуем, чудо не произойдет. Так устроен этот мир. Поэтому каждое ваше действие – это следствие вашего выбора. Относитесь осознанно к самым мелким, небольшим вашим действиям, тогда, возможно, многое прояснится. Так, наверное, возьму по одному из психологической колоды на подсказку, как раскрыть дар. Сверху у нас будет какой у вас дар, и снизу у нас как раскрыть. Ну, либо, если он раскрыт, мы увидим тоже это. Может быть, у вас гармоничные будут карты, и вы будете сами видеть, что, возможно, вы уже пользуетесь вовсю своим даром. Так тоже может быть. Может быть, просто не осознаете. И все чего-то ждете, как будто бы что-то должно быть великое снизойти. А на самом деле все просто гениальное, да, и все уже внутри вас. Так тоже может быть. Ну вот, все готово. Если вы готовы, пишите «Я готов, я готова» для того, чтобы вступить во взаимодействие. Для того, чтобы получить целительство, поставьте лайк. И мы полетели. Итак, сначала общая информация для всех, и потом для каждой позиции. Во-первых, смотрите, Солнце и Перт. Сразу видно, что здесь собрались люди с магическим даром, причем ярким, мощным, не заметить который невозможно. По Солнцу это всегда люди-лидеры, заметные, очень яркие, притягательные. Вот. Ну и по Перту очень глубокие, такие старые опытные души, прошедшие очень многое, обладающие колоссальным внутренним знанием. И мне очень нравится вот этот баланс Перт и Савелла. Это, знаете, баланс непроявленного и проявленного. Не знаю, что у вас больше преобладает, но вот у меня ощущение баланса какого-то. Как будто бы настолько же, насколько здесь глубина, настолько же здесь и яркость. Насколько здесь какая-то вот скрытость, тайна, да, настолько же здесь и харизма, и умение нравиться, умение завладевать вниманием других людей, увлечь своими идеями, да, вдохновить по Солнцу. То есть мне здесь все нравится, потенциал точно есть, насколько он раскрыт в вас, это уже мы будем смотреть в каждом отдельном случае. Дальше, смотрите, что у нас здесь. 20-й аркан Суд.
говорит о том, что да, конечно, есть у вас дары и таланты по роду, и есть у вас 22-й аркан Шут. Это как раз-таки аркан высших сил. То есть вы, скорее всего, здесь обладатель многих даров и талантов. По Шуту идут гении, очень одаренные, талантливые люди, вот так же, как и по Солнцу. То есть не знаю даже, что преобладает больше, вот этот верхний поток, да, по Шуту, или нижний поток по 20-му аркану. То есть здесь у нас связь с Землей, с родом. А здесь вас прямо призывают, то есть служить роду, обязательно заниматься этой темой. И по 22-му это ну, такое колоссальное, универсальное осознание, которое может, в принципе, знаете, охватить очень многие сферы. И мне очень нравится тоже этот баланс, потому что нулевому аркану не хватает заземленности. Просмотрите, пожалуйста, аркан Шут, я уже раскрывала в кодах пятой мерности, что это за сознание. Только сегодня вышел эфир по поводу 22-го аркана, который открывает дверь, да, в какой мир. То есть очень много информации у меня на канале. Зайдите в плейлисты, посмотрите ченнелинги. Ну так вот, это канал связи с высшими силами, с универсальным сознанием Творца. И ему очень часто не хватает заземленности. То есть очень трудно таким людям сфокусироваться, сконцентрироваться на чем-то одном, воплотить свои гениальные идеи в жизнь. Они такие вот могут быть непризнанный гений, да, получающий славу после своей смерти. А вот по 22-му аркану Суд здесь как раз-таки хороший такой потенциал Земли, рода, ощущение того, что человек понимает важность этой темы, проработал эту тему, наверняка тут вот прям поддержка идет по мужской, по женской линии. Но во всяком случае, видимо, нас так направляют, что так должно быть, что если вы хотите, чтобы вот у вас дар раскрылся, то нам дали руны такие, да, исцеления. Это Перт и Савелла, и два старших аркана, 22 и 20, которые, видимо, показывают нам, на что должно быть похоже сознание человека, обладающего даром. Ну, во всяком случае, вот такая идет информация. Еще идет семерочка проекции. И есть еще вот такая ловушка у нас. Желание обладать. Вот здесь я вижу предупреждение о некоторой зацикленности на этой теме. То есть если мы хотим обладать каким-то даром, то первое, с чем мы должны справиться, это с желанием приблизить этот момент, поскольку Вселенная зеркалит наши мысли, все, что мы хотим иметь, отталкивается от нас. То есть все, что мы притягиваем, отталкивается, все, что мы отталкиваем, мы притягиваем. Поэтому я так понимаю, что нас направляют к тому, чтобы мы спокойно относились к этой теме и понимали, что всему свое время. Ну, я думаю, что вы все это понимаете. А здесь еще такое послание. 20-й аркан опять нам выпал. 20-й аркан 2 раза, обратите внимание. Здесь он идет как потрясение, избавление, очищение и возрождение. Вот вдумайтесь. Избавление, очищение, возрождение. То есть 20-й аркан Суд – это потрясение, через которое мы возрождаемся. У вас появился шанс все начать заново. Воспользуйтесь этим в полной мере. Итак, Вселенная дает нам шанс начать все заново, и мы должны суметь этим воспользоваться. Ну что ж, полетели. Первая позиция. Какой ваш дар? Можете ставить тайм-код, у кого первая позиция внизу этого видео. Стихия воздух.
Ух ты. Турисас. Тоже мечи. Новое рождение. Паж земли. Продуктивность, результативность, сбор плодов. Созревший плод сам падает в руки. Пришло время, когда все получается само собой. Да, я тоже так думаю, что здесь у вас заблокированы были способности. Способности явно по мечам. Ну вот, но страх. Страх здесь просто страх и блок. По мечам какие могут быть? Ну, это владение словом, это сила мысли, да, сила внушения. Вот когда человек может мыслью либо словом возродить, либо убить. Здесь прямо очень сильное оружие ваш ментал. Ваш ментал это, ну, прямо, знаете, я не знаю. Это прям тяжелый какой-то турисас, это прям тяжелая артиллерия. Поэтому будьте внимательны, будьте внимательны. Я думаю, что, возможно, заблокировано, потому что когда-то вот было применено, и последствия были, ну, не ахти, да. Ну вот паж Земли нам говорит о том, что вы возрождаетесь, вы, в принципе, соединяетесь уже с этим даром. Сейчас мы посмотрим, насколько вы с ним соединены. Дар слова, дар мысли. Управители ветром. Кто вы такие? Заклинатели. Угу. Соединяетесь вы уже со своим даром. То есть преодолевая страх, преодолевая какую-то, ну, внутренний, это внутренний блок. Тут вот смотрите, страх, здесь дар беззащитность. То есть вам нужно уметь работать с вашим прошлым. Мечи – это вообще прошлое. По мере того, как вы берете ресурс из вашего прошлого, по мере того, как вы работаете с родом, то есть вам нужно по земле поработать именно с первым центром, с первым энергоцентром. Быть очень хорошо заземленными. По первому центру у нас идет стабильность, да, такая вот структура, стабильность, крепкость, мощь такая, смелость вам нужна. Смелость, мощь, стабильность. Вот. Баланс эмоций. Это очень важно. Вот как только вы придете в целостность, почувствуете, знаете, что вы такая нерушимая какая-то система. Очень, ну, что вы преодолеете абсолютно все. Самое главное вот здесь уверенность. Уверенность, опора внутри себя. Поработайте с первым энергоцентром. Это род, это работа со страхами, это тело, это вся ваша какая-то вот психосоматическая сфера, тело, психосоматическая сфера. Вот, и обратите внимание, что у вас очень мощный дар, который выглядит как, ну, можно сказать, что вы законники. Ваше слово – закон. Да? То есть вот вы настолько мощно работаете словом и мыслью, да, что самое главное – вам следить за своими состояниями, да, чтобы вы не впадали вот в состояние уныния, депрессии и так далее. А чтобы вы в них не впадали, вы должны быть хорошо заземлены и поработать над родовыми программами, которые могут лишать вас этого состояния. Ну, давайте возьмем для вас руну исцеляющую, которая будет для вас являться таким порталом, да, соединяющим вас со своим даром. Вы можете про нее почитать в интернете, если вы не знаете руны, настроиться на эту энергию, и она исцелит вас, соединит вас
с вашим даром, с вашей силой. Я прошу высшие силы дать исцеляющую энергию руны. Да, Хагалас. Вот ваша исцеляющая энергия. Что хочу сказать про Хагалас. Во-первых, это чистка, да, очень мощная, вам нужна от определенных программ. Смелость вам очень нужна. Чтобы управлять стихией Хагалас, вам очень нужна земля. Уверенность, опора. Я уже заметила, что стихия Хагалас хорошо взаимодействует с людьми земной стихии. Если вы двумя ногами стоите на земле, не витаете в облаках, то вы будете управлять Хагалазом. Если у вас нет земли, то Хагалас будет управлять вами. Еще раз повторяю, по Хагалас, раз вам дают целительство, да, такое Хагалас, у вас очень мощный дар и очень мощная сила мысли. Вы знаете, что Хагалас – это все равно, что 16-й аркан башни, да? И он у меня раскрыт в ченнелинге, вы можете посмотреть, что такое 16-й аркан в минусе и в плюсе, настроиться на мое видео и получить целительство. И послание высших сил для вас. Семерка воздуха, друзья. Воздух, воздух. Тут рулит всем. Холодность, отстраненность, беспристрастность. Представляете? Беспристрастно оцените происходящее. Включите холодный рассудок и найдите ответ. Советую вам пересмотреть это видео для того, чтобы получить еще раз целительный такой, знаете, настрой. Здесь пошел сейчас очень мощный поток, поэтому я задержалась. Поскольку я все-таки еще целитель, я не могу прервать поток, пока он идет. Идет целительство, идет энергия, прямо направляется к тем, кто выбрал первую позицию. Хагалас уже начал работать. Итак, поскольку ваша сила – это меч, вы должны быть спокойны, холодны и беспристрастны. Благодарю вас за внимание. Поставьте лайк, если резонирует, и мы переходим ко второй позиции. Пишите «Я готов», «Я готова». Мы смотрим вторую позицию, посмотрим, какой у вас дар. Туз жезлов, огненная стихия. Тоже огонь, алькис. И здесь троечка земли. Сотрудничество, семья, верность. Традиции и обязательства сохраняют то, что важно. Не разрушайте. Так, что я здесь чувствую? Ваш дар. Мне здесь идет какой-то дар управления на самом деле, да. Дар каких-то, знаете, когда вы понимаете, как должно быть, вы умеете этим управлять. Как-то структура вот с вас видна какая-то. Ну вот лидерство здесь есть, понимаете, по жезлам видно, что есть дар руководителя.
Понимаете, дар предводителя. Но и в то же время я вижу у вас очень большую заботу о ближних, о роде и так далее. Поэтому вот в каком-то смысле, да, здесь жречество, здесь забота о роде, о семье. Здесь какой-то дар, знаете, вот сейчас пошла информация, возрождать, приводить в порядок, что-то окультуривать. Здесь дар, вот я больше заботы вижу. Заботы с точки зрения управителя, руководителя. Как-то вот здесь очень чувствуется, кто-то будет, конечно, на уровне родов работать, семьи, кто-то будет более широко социально реализовываться в социуме. Вот понимаете, вы будете. Но в любом случае для вас какая-то структура, порядок, гармония с точки зрения, почему-то слово, знаете, идет. Ну, во-первых, смотрите, здесь созидающая сила и возрождающая. Вот у меня больше, да, идет такой дар. Я не знаю, как вы можете его применить, но вообще это очень широко просто можно применить. Чем бы вы ни занимались, короче говоря, вы созидатель и вы возрождаете. Вот если что-то, допустим, пришло в упадок, вы моментально находите, вы все приводите, в общем, в порядок. Вы все приводите в порядок. У вас есть внутреннее понимание, как должно быть. Вот внутреннее понимание структуры и порядка. Ну-ка посмотрим, как вы соединены со своим даром. Тут, вы знаете, вы и тело можете в порядок, и семью, и там в профессии, да. Но хорошая реализация. Вот как-то, знаете, где бы вы ни появились, все приходит в порядок и в гармонию. Вот ощущение такое. И у вас есть внутреннее знание. Насколько вы соединены. Ну, смотрите, в принципе, сейчас вот идет момент прыжок веры. Насколько вы соединены. Вы в переходном состоянии, вы боретесь между двух сейчас состояний. Принять этот дар, да, или нет. Вы не до конца его вообще в себе осознаете, даже вот, как вам сказать, э, по вам даже информация очень плохо идет. То есть скорее всего, вам нужно глубже еще прорабатывать, ну, я не знаю что. Здесь не хватает, мне кажется, расширенности сознания. Вы вообще мало, как будто бы, знаете, вам нужно просто учиться, добывать какую-то информацию, причем информацию какого-то другого рода. То есть я уверена, что вы человек широко мыслящий, но вот как будто вот для того, чтобы вот именно вашим даром воспользоваться, вам нужна какая-то уникальная специфическая информация. И прежде всего довериться и освободить себя от каких-то, знаете, предвидений, желаний как бы предвосхитить события. Здесь просто нужно понимать, что оно придет тогда, когда вы уберете вот эти внутренние блоки. Здесь все встанет на свои места. У вас есть магическая, вот магический дар, магическая структура, но я абсолютно понимаю, что вот этот маг у вас не проявлен сейчас, потенциал вот этого мага. Хотя я понимаю, по Альгиз здесь действительно, смотрите, много огня. Вы у нас пошли как огненная, да, структура. Огненная структура, но вам не хватает
Вам не хватает. Чего-то вы не знаете вот о себе. Как будто бы, знаете, вам нужно... Сейчас. Что вам нужно пойти в свое прошлое. Какое-то здесь ретро надо включить. Чуть-чуть назад. Чуть-чуть назад. Вспомнить себя. Вспомнить какой-то свой исток. Как произошло, что вы утратили вот эту вот связь с собой. Короче, здесь нужна информация, знания. Знания, расширение сознания. Именно отсутствие этих знаний рождает в вас некую неуверенность и сопротивление. Во-первых, понимаете, отсутствие структуры как таковой, то есть вы что-то знаете, но явно чего-то вам не хватает. Именно это что-то мешает вам сделать вот этот вот прыжок вперед, просто свободу, просто вперед. Просто вы не из тех людей, которые просто куда-то вот пойдут, не зная куда. Вот, ну, я не чувствую здесь у вас такого потенциала. Вы на мужских энергиях, понимаете? Вы пока не будете знать все, вы никуда не прыгнете. Поэтому придется вам раскрыть тайники сознания, куда-то пойти, нырнуть еще в какой-то опыт. Давайте совет возьмем. Туманно. Так, совет. Руна исцеления для вас. Так, исцеляющая энергия, соединяющая вас с вашей силой. Наутис. Наутис, смотрите, у нас что Хагалас, что Наутис. Наутис – это руна структуры. Вы не сделали свой выбор. Значит, смотрите, по Наутис, пока вы не соберете все воединое целое, не углубитесь в свое прошлое, не соединитесь, придется как будто бы, знаете, вот вас... Вернитесь, да, вот вернитесь на шаг назад. Это необходимо. Вы потом полетите очень легко и свободно, как будто какую-то суть маленькую вы о себе не знаете, не уловили. Ну-ка, дайте нам подсказку, куда копать хотя бы. В общем раскладе очень сложно что-либо добыть, но настройте ваши проводники сознания хотя бы на какую-то подсказку. У вас реально закрывают информацию. Так, дайте подсказку. И тут валет воздуха. Восхищение, преклонение, знаки внимания. Принимайте восхищение, поклонение, вы их достойны. Валет воздуха, значит, смотрите, информация, еще раз информация. Вы чего-то не знаете. Валет воздуха – это надо идти в прошлое и собирать информацию. В какую-то далекую даль, я так понимаю. В далекую какую-то даль. И там что-то очень-очень важное есть о вашем даре. Ну, смотрите, это надо в род идти. Тут точно родовая программа. Вот. Знаете, что могло произойти? Вот. Ну, когда променял человек свой дар на семейный уют, на быт, скажем так. Вот. А дар идет как раз лидерский. То есть здесь нельзя было сдаваться, здесь надо было быть первым, единственным, ярким, харизматичным. Дар огненный, дар мощный.
Тем более там и маг, и альгиз. В общем, вы предводитель какой-то очень крупный, какой-то идейный вдохновитель, я не знаю. Вот, поэтому здесь очень туманно. На этом все, мои дорогие. Вам копать, копать, копать. Желаю вам удачи. Копайте, кому нужна подсказочка. Обращайтесь, будем копать вместе, если вы мне доверяете. Ставьте тайм-код. Так, третья позиция. Что такое? Куда это? Непонятно. Так, третья позиция. Так, туз пентаклей. Шестнадцатый аркан башня. Разрушение, кризис, крах. В разрушении таится огромная сила. Отпустите себя и избавьтесь от всего, что мешает новому. Ну, во-первых, смотрите, что я вам скажу. Я не чувствую, что вы приняли этот дар. У вас временами проявляется этот дар, но он как-то... У вас, видите, по пентаклям идет дар материализации, управления материей. Но люди, которые идут по пентаклям, создающие материальный уровень, они часто проходят через разрушение, через обвал какой-то бизнеса, там рушится, все, что они построили, все, что они созидали. Вот. И я так понимаю, что сейчас у вас как раз идет осознание, почему это произошло, как из этого выйти. То есть вы в поиске, понимаете, вы в таком вот в переходном состоянии, то есть у вас уже этот крах произошел, вам послание, что как раз-таки в этом таится огромная сила, то есть у вас, возможно, даже активация этого дара мощного, созидательного идет через 16-й аркан башня, как вот здесь у нас Хагалас нам дали, как целительство, да. То есть у вас через какую-то критическую ситуацию идет соединение со своим даром. Сейчас посмотрим. Работа над эмоциями. Но это ожидаемо. Люди, которые попали в такую тяжелую критическую ситуацию, умение принять. Умение принять все таким, какое оно есть. Вот здесь просто расслабиться, прыжок веры, иначе вы усугубляете ситуацию. Это как бы сравнить с каким-то водоворотом. Если человек упал в какой-то водоворот, например, управлять он не может, естественно, его вертит, и единственное, что он должен сделать, это расслабиться, его просто вынесет само когда-нибудь куда-нибудь. Но если он будет бороться, сопротивляться, он только хуже сделает и погибнет. Вот у вас сейчас выход из этой ситуации – это спокойствие, созерцание, принятие, работа над эмоциями. Дар у вас – работа с материей, то есть я так понимаю, что вплоть до работы с финансами, с потоком изобилия. Для вас вообще работа с эмоциями, вот кто работает с потоком изобилия, на первом месте идет эмоция всегда. И вам нужно уметь принимать. То есть я так понимаю, что вы, возможно, что-то насоздавали на мужских энергиях, такой вариант возможен. Потом это все разрушилось. Вот, все не все, но что-то точно. И вы учитесь принимать. Вот в тот момент, когда все разрушается, вы учитесь принимать, включаете женский поток, работаете над эмоциями, и через это разрушение обретаете внутренний баланс, гармонию. И как раз вам дает Вселенная сейчас поток изобилия, целительство идет. Я понимаю, очень сложно вам, скорее всего, если вы угадали свою позицию, то вам сложно, никак не могу понять. Это сюда.
или не сюда. Что у меня здесь смешалось, но пусть так и лежит. Ладно. Давайте посмотрим целительство для вас. Руна исцеления. Энергия, которая вас выведет из этого кризиса, соединит вас со своей силой, уравновесит ваши эмоции, возродит в вас этот дар принятия, доверия, любви к пространству. Тут такое вот через разрушение созидание нового. Нового себя, я бы так сказала даже. Тут ваша структура меняется, человеческая, вы понимаете, вы другим человеком становитесь совсем. Это надо как-то даже себя принять, не только обстоятельства. Манас. Ну вот у вас Манас. Умение Ой, ну тут много по Манас. Но прежде всего это найти связь с самим собой. В вашем случае по Манас это внутренний диалог, принятие себя таким, какой я есть. Потому что скорее всего вам кажется, что вы потерпели крах, неудачу, и возможно, это ваша вина. Возможно, вы сейчас смотрите на свой путь, как были, возможно, какие-то ошибки и так далее, но нужно понять одно: что бы ни было, вам надо было соединиться со своей могучей силой, и вам нужно было, вы так запланировали, ваша душа того хотела, чтобы вы прошли через разрушение, через 16-й аркан. Поэтому примите это очищение и возрождайтесь в силе, которая у вас, безусловно, есть. Это сила материализации. Вам даже Манас дали это управление материей, создание изобилия. То есть вы можете осуществлять любые свои материальные желания. Вот так. Да, и послание для вас. Так, послание Вселенной для вас, напутствие. Двадцать первый аркан мир. Кульминация, апофеоз, триумф. Обратите внимание. Весь мир у ваших ног. Насладитесь триумфом. Вы заслуживаете его. И это тоже аркан изобилия. Вот здесь ярко выраженные люди, управляющие материей, материальным миром. Значит, залог вашего успеха – ваше эмоциональное состояние. Поэтому работа над эмоциями у вас на первом плане. Поэтому вас провели через кризис, чтобы вы, через стресс какой-то, да, то есть вы должны были пройти через стресс, чтобы осознать всю бурю своих эмоций и войти в состояние принятия и баланса. Я желаю вам удачи, успехов и всего, чего вы захотите. Поставьте лайк, подпишитесь, и мы полетели. Ставьте тайм-код, 4-я позиция, ваш дар. Туз чаш. Двойка земли, выбор, практичность, выгода. Выбирайте с точки зрения максимальной пользы. Старший аркан Иерофант, Урус. Так, ваш дар. Как идет как примиритель? Вот у меня ощущение, наставник, психолог, примиритель, как бы человек, который выслушает обе стороны и примет какую-то вот мудрость. Здесь просто идет такая вот мудрость. Тонко чувствующий человек,
разных людей, разные мнения, разные взгляды, умеющий работать с эмоциями разных людей. Ну, тут учитель, тут, знаете, вот хороший такой вот учитель, дар учителя, передающего мудрость, управление эмоциями. Вы очень ресурсный человек. То есть, в принципе, при помощи такой энергетики можно тоже создавать очень много. Учитывая, что наш мир астральный, эмоциональный, вот, люди, но у вас тут, понимаете как, вот вы силой своих эмоций, у вас даже вот ярость может перерасти в магию, можно так сказать. Магия эмоций. Вы очень ресурсны. Ваши эмоции очень ресурсны. Я думаю, что самое важное для вас — это уметь справляться с вашими эмоциональными состояниями, не сливать. Давайте посмотрим, насколько вы соединены со своим даром. Ну, что вам сказать? Тут нет соединения, тут вы в глубоком таком оцепенении каком-то находитесь. Вот вас, конечно, здесь штормит, серьезно, серьезно. Вот 4-я позиция, вам, конечно, нужно глубоко разбираться, вы в глубокой жертве, не можете выбраться из каких-то вот таких довольно тяжелых обстоятельств жизненных, но на самом деле, если вам посмотреть, изменить взгляд на эти обстоятельства и начать жить из состояния внутреннего комфорта, принятия, во-первых, принять все такое, какое оно есть, да, перестать сопротивляться. Вот. И постепенно начать накапливать внутреннюю силу, вы сливаете. Вот я вижу, что вы сливаете энергию, вы тут в жертву вошли, тащите на себе все подряд. У вас какие-то обязательства сплошные перед там близкими или кого вы там. Ну, в общем, тут чисто спасатель какой-то. Вы спасаете, кого вы спасаете, мир вы спасаете, наверное. Нет, вы сливаете энергию, смотрите, нет. Нет, вы не соединяетесь со своим даром. Понимаете, у вас по чашам идет дар, а это дар радости, дар счастья, дар гармонии. И к вам успех должен идти, ну, как-то легко, вот свободно, не по... Вы должны жить как-то легко. У вас сила к вам приходит, когда вы в принятии. В принятии ситуации, когда вы, Вселенная как бы предоставляет вам разные варианты, и вы только вот принимаете тот, либо другой. То есть у вас вот какая-то вот удачливость. Вот какая-то удачливость должна быть. Вы можете легко менять свою жизнь к лучшему. Легко. То есть понимаете, как интересно? Вы можете это делать, у вас есть этот дар, есть потенциал легко жить, жить, наслаждаться, жить играючи, ну, просто вот радоваться. Вы знаете, это тоже ведь дар. Дар радоваться, дар радовать других, эмоционально исцелять других. То есть психолог, учитель, любой человек помогающих профессий, наставник. То есть если вы выберете все, что угодно из этого списка, вы можете прекрасно. Но вот сейчас вы не готовы совершенно. Вам надо перестать сливать энергию на какие-то ну, совершенно бесполезные, по-моему, вещи. Вы роль спасателя какого-то играете. Или жертва обстоятельств, или спасатель. В общем, вы себе не позволяете радоваться, расслабляться, а это очень, 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 очень вам нужно. Вот когда вы сделаете выбор «я выбираю себя», вот тогда вы соединитесь со своей силой по воде. Сила желаний. Вот тут даже вот как-то все, что вы хотите, будет легко приходить в вашу жизнь. Сила желания. Исцеляющая руна для вас.
которая вас соединит с вашей внутренней силой, исцелит все ваши эмоции. И опять Урус. Опять Урус. Ну вот, силы вам нужны, мощь вам нужна, вы идете по Урус, то есть тут, знаете что, отбросьте вообще в сторону какие-то сомнения и обязательства по поводу других людей. Вам нужно идти к своей цели, у вас цель великая, большая, сил у вас очень много, а вы все свои силы растрачиваете вообще не на то. Просмотрите, пожалуйста, куда вы тратите, куда вы сливаете. Надеюсь, вы знаете, куда вы сливаете. Я так понимаю, что больше всего ваши близкие, ваши домочадцы почему-то любят вас поэксплуатировать. Или вы сами не против. Послание высших сил для вас. Паш воздуха. Недоступность, закрытость, тайна. Храните свои мысли при себе, чтобы они не обернулись против вас. Не все так просто. Вы не избавитесь легко и просто от всех своих обязательств, и вы легко не можете выскользнуть из той ситуации, которую вы сами себе создали. Я так понимаю, что вам нужно постепенно продумать план отступа, да, вы будете отступать постепенно. Но продумайте, у вас должна быть стратегия, и вы должны начать ее осуществлять немедленно. То есть шаг за шагом, действуя по своему внутреннему инстинкту, вы должны поставить цель и идти к ней. От вас потребуется упорство, вера в себя, какая-то непоколебимость. Вот так вот. Паурус. Вот если что-то задумали, делайте, только никому не говорите. Никому не говорите. В вас живет внутренний учитель. Вот. У вас есть внутри внутреннее знание, внутренний учитель. И все. Просто делайте так, как вы задумали. Ну что ж, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Рада быть полезной, мои дорогие друзья. Для некоторых из вас пошли более четкие подсказки, для кого-то более такие размытые, на мой взгляд. Но учитывая, что это общий расклад, и вы смотрите, можете тоже еще, знаете, переходить от позиции к позиции, и иногда пересекается информация. Попробуйте посмотреть несколько позиций и прочувствовать чисто интуитивно свой вариант. Уверена, что резонанс хотя бы с одной позиции вы получите. А я благодарю вас за внимание. Готовимся к вратам 11.11. Если вы хотите принять участие в открытии врат на горе Шаста, пишите мне в личку. Всегда рада быть полезной. С вами Иная, и мы всегда получаем то, чего желаем. До скорых встреч, мои дорогие друзья. Пока-пока.